Привет, работяги! Мы продолжаем знакомство с личной автоматизацией, и давайте поговорим о софте. ПО для автоматизации определяется возможностью создавать программы действий, которые выполняются автоматически при срабатывании определенного условия. Например, когда в папке появляется новый файл, сконвертировать его в другой формат и отправить по почте. Всегда есть триггер и цепочка действий, которую он запускает. Сегодня мы переходим к практике, и я с радостью представляю вам программу, на примере которой мы будем рассматривать тему персональной автоматизации – Keyboard Maestro для macOS. Я выбрал ее, потому что она имеет широкие возможности и включает все необходимое в единый понятный интерфейс, не требующий от пользователя специальных знаний. В левой части окна вы организуете свои макросы. Так здесь называются программы автоматизации. А в правой вы их создаете и настраиваете. Давайте создадим новый. Здесь мы можем указать триггер или даже несколько. Только посмотрите, сколько здесь вариантов. Само собой, есть срабатывание по горячей клавише, при вводе группы символов, при изменении состояния приложения или папки, файла, периодическое срабатывание или даже удаленный запуск при обращении к специальному URL на сервере разработчика или вашему IP. Это потрясающе, ведь чем больше у вас вариантов триггеров, тем незаметнее для вас может быть работа автоматизации, но не ее результат. Идем дальше. Действия. Ого, да их тоже немало. Тут и взаимодействие с графическим интерфейсом, и с элементами в браузере, с файловой системой, с графикой, с текстом, с переменными, уведомления пользователя, вывод интерфейса для запроса дополнительных данных, настройки системы и прочие более специфические возможности. Все они сгруппированы по категориям, но мне проще пользоваться поиском. Добавлю действие Notification. У каждого действия свои параметры. В данном случае это тексты сообщения и звук, при котором оно появится. Протестирую макрос этой кнопкой. Как видите, появилось уведомление с именем нашего макроса. А подставлено это имя было с помощью токена. Токены позволяют вставлять в обычный текст или в качестве параметра значения переменных и прочие данные. Для примера добавлю токен содержимого буфера обмена. Да, Keyboard Maestro также является менеджером буфера обмена, что я нахожу очень удобным бонусом. Добавлю еще одно действие – If Then Else. С его помощью я могу задавать условия, при которых будет выполняться определенная часть программы. Например, добавленное ранее уведомление. Раскрашу его другим цветом для наглядности. Здесь опций тоже достаточно. Это могут быть проверки логических выражений или различных состояний. Например, подключен ли компьютер к определенной Wi-Fi сети, или прошло ли 30 дней с датой, хранящейся в переменной. Как видите, триггеры Keyboard Maestro в совокупности с условиями, токенами и действиями предоставляют вам широчайшие возможности тонкой настройки логики вашей программы автоматизации. А впереди вас ждет масса практических примеров, советов и просто интересных вещей из мира автоматизации. Так что подписывайтесь и делитесь.